Я сегодня пришла в лес для того, чтобы показать вам, что весной огромное количество материала находится буквально под ногами. Сейчас в апреле с берез вот такие вот сухие веточки сдувает ветром. И вот из таких веточек мы будем с вами плести. Иди гулять, иди гулять, иди гулять. Вот смотрите, это сухие березовые веточки, которые сдуло ветром. Они уже совершенно мертвые, немножко ломкие, но если вы пойдете во влажную погоду в лес или после дождика, то вы сможете собрать и сплести из этих веточек венок гораздо быстрее. Что нам нужно сделать? Выбираем для начала самые большие ветки. Вот, прям складываем их вместе, длинные большие ветки. И вот так вот с вами их связываем, ну вот узлом прям завязываем и выправляем форму. Немножко будут трещать веточки по суше, но ничего страшного не произойдет. Все, основа у нас готова. Теперь берем следующую веточку и вот так вот обплетаем нашу основу вокруг. Запоминайте, в какую сторону вы это делаете. Я буду делать по часовой стрелке. И вот так вот будем крутить нашу основу по часовой стрелочке. Помогать будешь, да? Так, веточки закручиваем. Сейчас веток много на земле лежит. Кстати, можно вот так веточку вставлять внутрь плетения, чтобы спрятать корешок. И продолжать плести. У меня вот именно березовые веточки. Помощник. Такие маленькие веточки тоже сгодятся. Вставляем их вот так вглубь плетения и проворачиваем. Если остаются большие вот такие вот несуразные палочки, потом секатором прям подрезаем под основание, чтобы они не мешались нашему общему плетению. И если у вас мешают тонкие веточки какие-то, тоже их заправляем, подправляем и собираем. Вот такой вот веночек получается. Сейчас мы добавим сюда мох, закрепим его при помощи проволоки. И потом уже здесь можно размещать любой декор. У меня с собой вот такая коричневая флористическая проволока, которой я буду закреплять мох. Такие уже кучки. Можно аккуратненько доставать, убирать мусоринки всякие. И такой вот зеленый мох при помощи проволоки закреплять на венке. Проволочку не должно быть видно, поскольку она коричневого цвета. Заодно мы скрепим и веточки. Там шаман ест шишки. Вот аккуратненько, видите, держится крепко и не видно, что он закреплен. Можно так вот нижнюю часть, например, сделать венком. Здорово получилось. На фоне дерева. Натурального цвета. Красота. Оцени. Как тебе нравится, Шама? Ай, толкаются.